Привет! Вот и вышла очередная потрясающая глава. Прошло огромное количество времени, но мы дождались этого. Надеюсь, мы увидим в ней необыкновенный бой, который нам покажет Юдзира с Кихаей. Так что бери с собой хавку, присаживайся поудобней, новая глава будет интересной. Напомню, что Юдзира схватил своей ногой ногу Кихаи и, как обычно, над ним зарофлил. А если ты увлекаешься боевыми искусствами и тебе нужна экипировка, то в магазине Sportfighter есть все, что нужно. Боксерские перчатки, экипировка для единоборств, форма для выступлений на соревнованиях, а также защита и различные кимоно. Помимо этого, много рашгардов для взрослых и детей. Есть повседневная одежда с символикой единоборств. Поэтому, если вам нужна экипировка, то приезжайте в магазин Sportfighter в Петербурге или заказывайте на сайте sportfighter.rf, ссылка в описании. Юдзира спрашивает, что Кихая будет делать в этой ситуации. Юдзира, мы так простоим весь день? Но наш Юдрила неугомонный мальчик, он опять переспрашивает Кихаю, что тот собирается делать в этой ситуации. Но теперь дело идет за нашим бородачом, ведь он не зря тренировал свои ноги. Юдзира почувствовал на себе то унижение, когда Кихая запустил его в воздух. Как говорится, помог подняться на второй этаж, ну или чердак. Получился чисто дружеский пинок. Конечно же, в этой ситуации, когда Юдзира полетел как пташка, наш Токукава вообще стоит в ахере и не верит в это, считает это абсурдом. Чтобы великана отправили в полет. Кихая угорнул над этим и над тем, что Юдрила после своего полета вернулся через парадный вход. Видимо, его полет был долгим, и он очень зол, но пока держит себя в руках. Подойдя поближе, он говорит, что чердак уже слишком стар, что там завелось очень много птиц. Надеюсь, птички не обосрали Юдзира с испуга. Токукава все еще стоит в шоке, называя Кихая волшебником. А вот теперь Юдриле уже не до смеха, он стоит уже весь в напряжении боя. Кихая говорит, что хочет попробовать один жесткий прием и просит Юдзира не уклоняться. Вот он хитрец. Но Юдриле никто не указ, и он запросто уклоняется от этого удара и уже находится за спиной противника. Конечно, бородач этого не ожидал. Он, как обычно, удивляется таким моментом. Но сколько можно удивляться? Ведь Юдрилу не зря прозвали Огром. Теперь происходит обраточка. Серьезный Юдзира ударяет в грудь Кихаю, что тот улетает вверх, как недавно улетел Юдзира. Токукава уже ругается, что в его потолке образовалось целых две дырки. Одна от Юдзира, другая от Кихаи. И тут происходит самый неожиданный поворот событий. Кихая не приходит к ним, как пришел обратно Юдзира. Он же наоборот передал подчиненному Токукавы слова, то что его можно не ждать. Он не вернется в этот дом и передает им привет. События разворачиваются, как я вам в самом начале и говорил, что все-таки Огр самый жесткий тип. Он бы смог с легкостью от него избавиться, но он его троллил. Далее, когда Огр стал посерьезнее, наш бородач свалил по-тихому, чтобы не помереть. Таким образом, он жив и здоров. Возможно, нам его еще покажут, но вряд ли. Также я думаю, что следующая глава будет про Джека. Очень надеюсь на это. Я думаю, что он нам не показал все, на что он способен, так что держим кулачки за него. Также есть еще одна важная новость. Я создал боксы по бойцу Баки. Там присутствует много удивительных вещей, начиная с фигурок и заканчивая мимимишными стикерами. Заказать ты можешь у меня в группе ВКонтакте. А если тебе понравился ролик, то обязательно ставь под ним лайк, пиши комментарий, что думаешь по поводу этой главы, и подписывайся на канал. Пока.